Вакцину от духовной импотенции не придумали? Нет? То есть не знаете? А то говорят, что сейчас изменился мир, мы можем жить будем по-другому. Как по-другому? Кто будет по-другому? Все по-старому, только, наверное, еще лучше. Понимаете? Ну, мне так кажется. Это, наверное, все-таки последнее предупреждение Господа. Ну, у него же есть какие-то предупреждения. Ну, сколько можно валять дурака? Атмосфера сейчас, она в ней висит, в этой самой атмосфере, информационной атмосфере, такой смрад бесовской, кругом. Куда ни ткни, везде пугают, везде страшно. А если уж оптимизм, то оптимизм покойника. Понятно? Так что давайте заниматься делом. Радует, что есть люди, которые действительно поняли, что от них требуется. Что главное в жизни. Вот и все. Ну, сегодня мы продолжим избранное, да, из этюдов супраментальной жизни. С 3 апреля в 1962 году это было, говорит мать, когда мне было сказано, что я больна, что мне нельзя вставать, у меня появилось ощущение, будто то, что называется моим телом, находится вне меня. Так вот, 3 апреля 1962 года, когда врачи объявили ее больной, видимо, у нее появилась неустойчивость походки. Она окончательно обрела состояние полной энергетической прозрачности, полностью пребывая в новом, не имеющем границ в ощущениях, не имеющем физических границ в вибрационном теле, которое вышло на свободу в безбрежный океан общего психовибрационного поля. И отсюда неустойчивость. То есть требовалась адаптация к новому состоянию. То есть адаптация физического тела к новому состоянию. Сознание в вибрационной структуре находится, физическое тело пока оторвано от этого нового сознания. Требуется адаптация физического тела, чтобы оно стало инструментом этого нового сознания. Это переходный процесс. И в этом состоянии физическое тело существует только как некий символ материального существования, символ нашего пребывания на Земле, лишь временами дающий о себе знать в болевых ощущениях. Ну, в основном это ощущения болевые в костной ткани, в суставах, то, что упорно сопротивляется процессу эволюционной трансформации. То есть плотно-материальная структура в основном. Понятно? Так что кости у вас обязаны болеть. Если они у вас не болят, обращайтесь в поликлинику. Ну, ко мне. Я вам объясню. Понятно? Да вы что-то не то делаете. А? Не понял? Ломаются, если. Ломает это хорошо. Тебя ломают. Но ты не сломленная, я смотрю, нормально. Хорошо. Ясно? Вот. Если мать в своем новом состоянии, то есть в своих новых ощущениях, намекнула врачу, своему врачу, у нее был врач в ее окружении, что у нее нет теперь тела, что оно куда-то расползлось вовне, да, то понятно, что врач не на шутку забеспокоился по поводу психического состояния ее. Понятно, наверное, да? Она же ведь рассказывает то, что она чувствует. Сатпрем не удивляется, а остальные, тут может быть и шок. Вот. Если нет тела, тогда нечего лечить. Она говорит, нету тела, куда-то оно делось, вот расползлось. То и лечить нечего. Вот. И он решил на всякий случай уложить ее в постель. Сказал, чтобы она не вставала пока. Ну, наверное, правильно сделал, пусть немножко адаптируется к новому состоянию. Поняли?
Но все-таки тело-то уже 84 года, по-моему, да, 84 года телу. Ну, все-таки оно возрастное. Понятно, наверное? Вы все молодые здесь. Вот. Еще не дожили до ее физического тела. Вот. Так что не удивляйтесь, что с ней происходит. То есть уложил врач ее до лучших времен, до появления тела. Когда тело появится, она встанет. Потом появилась, она встала. Мое сознание, дальше она говорит, вообще удивительное открытие, просто феноменальные вещи она в себе переживала. Как я ее понимаю? Я знаю, что это такое. Чудо просто. Ну, ей надо памятник на небесах поставить, я думаю, уже поставили. Понятно? Вот просто надо ей поставить памятник. Мое сознание сосредоточено отнюдь не в теле. К примеру, произнося слово я никогда не имела в виду свое тело. Я, произносившая эти слова, обладала волей, совершенно независимой от физического тела. То есть с момента обретения полной энергетической прозрачности отождествлять себя и свое сознание с физическим телом становится просто абсурдным. Просто абсурдным. Божественная воля, которая полностью овладевает всем твоим существом, никак не связана с сознанием физического тела. С ментальным сознанием никак не связана. Физическое тело становится лишь совершенным исполнительным инструментом высшей воли, но никак не является самим источником воли. Не в теле воля возникает, не в уме в нашем. Вот надо это сделать, это повернуть, туда пойти. Странно. Большие странности в новом состоянии открываются, именно открываются тебе. Вот. Говорить «я» и подразумевать при этом свое тело с некоторых пор язык действительно не поворачивается. Да и вообще «я» говоришь только в силу необходимости, чтобы не доходить до абсурда в общении с людьми. Ибо теперь все твои действия определяются не твоей волей, эгоистической волей, а волей совершенно другого порядка. И вот с некоторых пор, я уже об этом говорил, я просыпаюсь утром и говорю: слава Богу, что я никто. Тело мое очнулось, вот, видит все вокруг. Я говорю: слава Богу, что я никто. Вот тело вроде бы говорит, оно никто, оно ни в чем не участвует. Видите? Вы еще кто-то? К сожалению. Может, придумываете, может, и вы уже давно никто. Нет? Ну, смотрите, наблюдайте, вот утром просыпайтесь, кто-то вы или никто. Утром. Утром это очень хорошо чувствуется. По утрам. Так, например, Кришнамурти говорил, да, называл себя всегда в третьем лице. Он называл себя «он», полностью отметая вместе с местоимением «я» эгоистическую составляющую. Он прекрасно чувствовал, что он просто наблюдатель. Вот если он говорит он наблюдатель. То есть он не мог говорить «я». То есть некая высшая сила вела его по жизни, управляла его сознанием. После 3 апреля было любопытное явление. Раньше я ведь тоже говорил, я нахожусь вне тела, имеется в виду нирваническое состояние. Она куда-то там взлетала, говорила, что она находится вне физического тела. Вот. Но только сейчас, она говорит, появилось ощущение, как будто я его кому-то передала, или скорее поручила, или перепоручила. Так вот, в этом переживании матери надо четко разделить 2 вещи. Физическое тело действительно, само наше физическое тело действительно переходит в автономное существование и совершенно не зависит в своей жизнедеятельности от нашей воли. Оно как бы перепоручено самому себе в его природной первооснове, которая очищена от нашего ментального влияния на витальных прихотей. Теперь оно само решает, что ему есть, что ему пить, когда ему отдыхать, что ему полезно, а что вредно и тому подобное. Это уже не наша забота.
Мы его столько времени гнобили, травили, учили, как жить, книжки читали умные, совершенно противоположного толка, то в одну сторону кидались, то в другую. Оно, бедно, сопротивлялось, но потом понял, что бесполезно сопротивляться. Как цирковое животное оно стало. Понятно? А тут оно вдруг обрело свободу от поликлиник. Смотрите, чудо какое. И от ваших внушений, от ваших предпочтений, его голодом морить, холодом травить, там, жаром сжечь, по битому стеклу его гонять. Ну, есть тоже такие причудливые экспериментаторы. А в своей проявленной деятельности говорить и передвигаться, тело выполняет теперь команды только нового сознания или божественной воли, которая сосредоточена в новом вибрационном теле, которое, в свою очередь, управляется опять-таки не нами, а Господом, Его Всевышней воле. Где теперь то, что мы называем собою? Где? Где искать то, что мы собою называем? Вот где найти тело, не это новое сознание, тоже вроде не мы. Понятно? То есть тебя нет, ты никто. Ну, живешь, делаешь, и неплохо живешь, все на фоне какой-то радости или благодати происходит, оказывается. Представляете, когда ты никто. Мы-то думаем, когда мы кто-то, мы добьемся того-то, сего-то, будем жить так-то, эдак ли. Вот. Но пока мы пытаемся, так сказать, какую-то модель, удовлетворяющую нас жизни, искать, набиваем много шишек и в конце концов оказываемся у разбитого корыта. А тут странно, да? Странно, вот просто странно. Вот я сейчас проецирую себя в себе обычного человека. Обычному человеку, если это говорить, скажут, ну что, он сумасшедший, что ли? Я, мать сумасшедшая, там, Кришнамурти. Вот сколько сумасшедших. Представляете? И все об одном и том же. Как так может быть? Ну, трудиться надо. Попробуйте. А вдруг и с вами произойдет такое чудо, и вы станете никем. Помните слова Интернационала: кто был никем, тот станет всем. Вроде как абсурд, но на самом-то деле правильно. Оказывается, о подобном чуде нельзя было помыслить, когда вы находились в плену смертной жизни. Как так? Разве может такое быть вообще? Непонятно, непонятно. Ну и ладно, но оно есть. Дальше она говорит: вокруг тела выкристаллизовалось сознательное образование. Так она определяет свое присутствие в новом вибрационном теле, которое она называет сознательным образованием, которое вокруг физического тела, ну, где-то там, не в нем. Тоже бред какой-то. Действительно, называть собой физическое тело, не чувствуя себя в нем, как это было прежде, просто абсурдно. И невозможно передать это состояние словами. Когда ты везде, где везде, не знаю, просто везде, ну и нигде. Вот эти две абсолютно противоположности, везде и нигде, в этом новом состоянии, они очень легко уживаются. И тебя это не удивляет никак. Ты везде и нигде. И никто. Я не слишком это самое? Не, ну ладно. Хоть стой, хоть падай, везде и все. И нигде, и такое бывает. Вот бывает. Ничего не могу сказать. Вот оно так. Вот слов других придумать невозможно. Ну ладно. Дальше. Единственное, что осталось неизменным, это физическая боль. И мне кажется, действительно кажется, боль – символ жизни в невежестве.
Да, что боль? Это символические точки следов прежнего состояния. Так вот, она говорит здесь о том, что боль действительно символ смертной жизни в физическом теле. То есть символ связи с ним. И когда ты отождествляешься, потому что когда ты везде и нигде, ты можешь отождествиться с чем-то, отождествляешься на какой-то момент с физическим телом и чувствуешь, что оно, это физическое тело, оно живет вот там, где конечность существования есть, да? Но бывают периоды, особенно в самом начале, когда вибрационная или энергетическая прозрачность возобладала, бывали периоды, когда, вот я о себе говорю, неделями, днями я не чувствовал тела, что оно вообще существует. И оно давало о себе знать периодически только какой-то болью. А так вот нет его и все. Нет его и все, и как будто его и не было. Конечно, его можно пощупать руками, но оно никак не связано с тем, что ты теперь называешь собою. Оно временами не подавало тебе физических признаков существования. С чем можно сравнить это состояние? Ну, какое-то сравнение можно придумать? Ну, я придумал, может, оно грубовато, но, тем не менее, тут и проза это подойдет. Если ваша обувь добротная и хорошо притет к ногам, то вы ее вовсе не чувствуете. Нигде не жмет, не трет, но она есть. Понятно? Ну, примерно так. Вот. Так и старое физическое тело, когда ты с ним не связан, также не дает о себе знать. Особо не дает о себе знать, связь с ним воспринимается лишь тогда, когда возникает боль. Как правило, это спонтанная боль в костях или суставах, а также боль в случае травмы. Если вы при спортивных занятиях там что-то потянули, у вас порвалось, ну, бывает. Тогда это дает о себе знать. Вот и все. Боль как бы периодически возвращает тебя с супраментального сознания на физический план бытия, чтобы ты не забывал о его существовании, что ты пока все-таки на земле. Ясно? Ну, помнить надо, что ты пока на земле, чтобы не возомнил себя, что ты уже не существуешь физически здесь. Примечательно, что порог болевой чувствительности сначала снижается, а потом, надо сказать, повышается. Это уже мои поздние боли открытия. Малейшая там боль, она может казаться сильной. А вначале снижается. Вот как будто не ощущаешь ты боли. А потом наоборот. Это мои наблюдения. Но ты наблюдаешь тело из нового сознания как предмет некий. Ты с ним связан как инструмент, пока не разорван, пока ты здесь живешь еще. Понятно? И боль как бы, и различные ощущения, периодически возникающие, вот болевые, они, я бы не смертельные, но сильные бывают. Сильные. И ты знаешь, что они сильные только потому, что у тебя гиперчувствительность сейчас, и больше ничего. Это тонкие вещи. Не берите это в голову, это потом будете разбираться лет через 20, там, будете анализировать, записывать. Ладно? Это я говорю на большом расстоянии от первичных ощущений, когда оно вообще тело не ощущалось. Когда порог болевой чувствительности был снижен, а потом он повышается. Не знаю почему, но, наверное, так надо. Чтобы осторожность была какая-то, понятно все-таки. А то так безбашенно будете чем-то заниматься, боли не чувствую. У меня так бывало, что я начинаю там что-то завинчивать, смотрю, у меня кровоподтеки. То есть силу не было соразмерности. Теперь я делаю очень аккуратно все. Когда чуть боль появляется, все, дальше не надо, пусть кто-нибудь другой крутит. Такие странности есть. Ладно, об этом не будем долго. Только
только боль, она говорит, я ощущаю как раньше. Еда, вкус, запах, зрение, слух, даже осязание, все это совершенно изменилось. Они сменили ритм. Это произошло постепенно, будто в процессе кристаллизации чего-то, находящегося на заднем плане и не принадлежащего этому миру. Вот что значит, она говорит, еда, вкус, зрение, слух и даже осязание совершенно изменились и сменили ритм. А это означает, что постепенно все основные функции физиологических органов чувств передаются новому вибрационному телу и воспринимаются нами через посредство вибраций на волновом уровне, напрямую, без искажений, в их первозданной частоте. Не нервной системой физического тела, мы с ней не связаны, да? А новой вибрационной структуры, которая непосредственно на уровне вибраций все это воспринимает напрямую. То есть физическое тело только проводник. Не оно ощущает вкус, не оно ощущает запах, не оно заведует зрением и слухом. А посему восприятие неизмеримо утончается и в отдельных случаях, как, например, со слухом, когда порог чувствительности начинает превышать порог переносимости, и приходится принимать защитные меры. Использовать беруши, малейший такой звук, короткий, отрывистый, ну, как сход лавины может восприниматься. То есть меняется восприятие внешнего мира по органам чувств. Вкусовые ощущения утончаются, любая пища становится вкусной. Просто вкусной, то есть имеет свой неповторимый вкус. Любая пища. Принципиально меняется зрение, обостряется восприимчивость к запахам. Осязание тоже становится как сверхчувствительным, энергетически тонким, очень тонким осязание становится. И следует отметить, что процесс перехода верховной власти от старого физического тела к новому, к супраментальному, постепенный, без революционных потрясений. Это постепенно как-то открывается. Слава Богу, что не сразу вы переноситесь в мир новых ощущений. Постепенно все происходит. Нужна адаптация. Боль – это старый мир. Очень любопытно, боль как будто служит символическим и слишком конкретным признаком жизни в невежестве. Впрочем, в определенные моменты боль превращается в нечто иное, не похожее ни на что, в иное состояние сознания. Если бы оно сохранилось, я была бы совершенно свободна от мира, как он есть. Так вот, боль, символ жизни невежества, это действительно символ смертной жизни в физическом теле. Символ связи с ним. Но теперь это только символ. Боль – это как бы не та боль, которая воспринималась тобой, когда ты был целиком в физическом теле. Ты теперь не оно. И боль просто символизирует старый мир. Видишь, какие накрутки-то? Это как квантовая теория. Вроде бы все понятно на словах, а когда начинаешь вдаваться, вроде какой-то бред. Да? Квантовую теорию не изучала? Нет? Нет, не надо. Там вроде бы в лекции все понятно. А когда начинаешь это проецировать ментально, то бред какой-то. Вот в новом состоянии сознания тоже такой бред может образоваться, если вы будете это анализировать вот так напрямую, умом. Вот. То есть невозможность полного усвоения организма потока или притока пространственной энергии, и избыток ее вызывает боль. Боль может служить сигналом к тому, что в организме не все в порядке. Энергия с целью врачевания всевозможных изъянов устремляется в проблемные места. Кроме того, в процессе эволюционной трансформации физического тела приток трансформирующей силы в места наибольшего сопротивления процессу трансформации вызывает летучие боли. То там, то тут болевые ощущения, летучие, чаще всего в костях и суставах. Но это не есть патология. Вот эти летучки.
Вы и так-то без эволюции развалились бы давно, честно говоря, потому что вы все-таки духовно талантливые люди. Значит, магнит сердца притягивает эту пространственную энергию. Если бы вы стали на путь, не стали на путь, то вы давно бы развалились. То есть поликлиника и больница, морги были бы постоянным местом вашего жительства. Ясно или нет? Так что слава Богу, что вы хоть открылись этому потоку. Не с молоду. Вот те, кто с молоду, у них проблем гораздо меньше. Но сейчас хоть открылись. Вы понимаете, о чем речь идет? Я не шучу. Потому что эта энергия не только трансформирующая, не только созидательная, но прежде всего, до тех пор, пока вы ей не открылись, она только разрушительная. Она только разрушает. Понятно? Если вы ей не открылись намеренно, если она не выполняет 3 функции, разрушает, строит, фиксирует, то есть определенный алгоритм, пластичный процесс. А так разрушительный. Все, искрит разрушено, искрит разрушено. Ясно? Ничего не созидается. Вот в чем дело. И на пике боли, вот я этот опыт прошел с фантастической четкостью и точностью, на пике огромной боли физической, вдруг возникает состояние благодати, когда все клеточки тела начинают трепетать, когда полностью физическое тело усваивает вот то количество энергии, которое к тебе приходит. Это фантастика на пике боли. То есть эта боль превращается в блаженство, феноменальное, высочайшего качества. Поэтому-то и делались выводы правильные, что боль-то это не усвоенная энергия. Если энергия не усвоена, клетки тела ее не принимают, не открываются ей, то тогда это боль. Если клетки тела открываются ей, тогда это блаженство. Понятно? Видите, как все просто, с одной стороны, и с другой просто. Только над делом заниматься. Сложностей нет. Наблюдайте за происходящим. Я вижу, говорит мать, но странно, иногда даже гораздо лучше, чем когда-либо в жизни. Вот и слышу так же. Некоторые звуки мне доводилось слушать почти неразличимый шум, доносившийся с расстояния 100 метров. Оказалось, что источник рядом. Все изменилось. Я имею в виду работу органов. Или органы изменились, я не знаю. Они подчиняются совершенно иным законам. Совершенно иным. Зрение и слух действительно претерпевают существенные изменения, так зрительные функции постепенно полностью переходят на тонкий физический план. И в результате видение предметов материального мира осуществляется без посредства, я бы сказал, физиологических органов зрения, а напрямую на уровне вибрации или на волновом уровне. При этом поражает в ряде ситуаций четкость отображения вещей, независимо от расстояния, на котором они находятся от вас. Ранее такое представить было невозможно. Вот мать страдала катарактой, помутнение хрусталика, у нее возрастная была катаракта, и временами она говорит, и на самом деле, когда проявляется тонкое физическое зрение, она видела гораздо лучше, чем когда-либо в жизни. Видела, естественно, не физиологическим зрением, поскольку там были явные проблемы, и только на уровне вибрации она могла видеть гораздо лучше, чем когда-либо в жизни. Напрямую. И существенно расширяется диапазон восприятия звуковых колебаний. Причем расширяется в обе стороны. И становится доступным ранее скрытые для слуха инфра- и ультразвуки, что, как уже отмечалось, приносит даже некоторые неудобства. Ваш слух может
тонко настроиться на определенную звуковую волну и слышать только то, что соответствует этой частоте. Да? Все остальные звуки, независимо от их громкости, будут восприниматься просто как фон шумовой. Так вибрационный уровень восприятия окружающего мира, именно через посредство вибраций, становится для вас новой формой взаимодействия с физической реальностью, опровергая тем самым законы классической физиологии. Классическая физиология вот в данном случае она не работает. Принципиально иные формы взаимодействия с реальностью без посредства физиологических органов чувств. Или с минимальным, что ли, посредством этих органов. Вот зрение, например, четко, совершенно я о своем зрении говорю, корректироваться тонким физическим. Мое зрение вот обычное, физиологическое, оно не могло вот сейчас просто стать другим. А коррекция тонкого физического зрения привела к тому, что я, в общем, замечательно вижу и близко, и далеко, и при любом освещении. Это тоже мой опыт, проверка на себе совершенно удивительных открытий и изменений, которые следуют обязательно как результат вашей работы на пути сознательной духовной эволюции в части трансформации органов чувств, физического тела и сознания в целом. Это действительно факт. У меня полное ощущение, что так называемая болезнь является внешней, иллюзорной формой необходимого процесса трансформации. Без этой так называемой болезни трансформации быть не может. И это вообще не болезнь. Она справедливо отмечает, что все болезненные явления в ее организме прямо связаны с работой в теле нисходящей эволюционной энергии, которая осуществляет необходимую трансформацию материальных структур и основных физиологических функций с целью адаптации их к новой энергообменной среде. Новой энергообменной среде, где будет временно до обретения полной энергетической прозрачности обитать вот этот носитель вибрационный, носитель жизни вечной. Эволюционная трансформация в пожилом возрасте, когда тело возрастное достаточно, встречает болезненное сопротивление, понятно, со стороны физического тела, которое стремится законсервировать смертную жизнь. То есть физическое тело, оно консервативно, оно стремится законсервировать вот то состояние, в котором оно стабилизировалось сейчас. Понятно? А потому все эти явления как бы разрушения вот этой консервации физического тела, не надо отождествлять со словом «болезнь». Я постоянно твержу об одном и том же, что лучше пользоваться термином «трансформация». У молодых людей, возможно, просто дискомфортные ощущения в процессе трансформации. Дискомфорт, и не более того. Я был не молодым, не старым, когда началась эта работа по трансформации. У меня все было как бы 50-50. И то, и другое. Но нормально. Вот и решили в 70 лет заняться делом. Понятно, что физическое тело, как черепаха в панцире, все, не трогайте меня. Вот. А тут вдруг там бури. Давление меняется, знаете, вот так в течение дня, то туда, то сюда, в течение часа. Что, правильно я говорю? Вот видите, тут сидят эти живые трупы, свидетельствуют о серьезных изменениях. Не паникуйте. Все стабилизируется, обязательно стабилизируется. Обязательно тело помрет, это точно. Это к бабке не ходи. Вот. И обязательно стабилизируется. То есть есть две вещи обязательные.
Если вы стали на путь, то и другое – это обязательно. Понятно? Вот и все. Видите, как весело со мною. Я же не пугаю вас коронавирусом, не пугаю вас еще чем-то. Чем пугают сейчас вас все? Чем? Многими вещами, да? Войной, там, Трамп заболел, оказывается. Представляете, заболел Трамп. Вот Ефремов уже не интересен никому, да? Теперь Трамп. Вот сегодня с Трампом проблема. Вот заболел Трамп. Как же он будет выборную кампанию проводить? Ну, вот, бедный Трамп. И жена его заболела. Вам жалко их? Нет? А вы о любви к человечеству когда-нибудь говорили? Нет? Вот наше правительство говорит, что любит оно нас с целью безопасности, вот надо делать то-то, то-то, то-то. Вот нас вот всех вот любит и все, вот всех. Не чтобы одного хоть полюбила. Нет, всех вот как-то. Странно. Ну ладно. Теперь Трамп, вот проблема с Трампом. То есть идет переключение очень мощное, да, с одного объекта на другой. И помните, что во все времена человечество страдало и страдает одной единственной болезнью – хронической эволюционной недостаточностью. Все остальные патологии являются производными от нее. То, что медики называют болезнями, это просто несоответствие нашего физического, ментального и витального тела требованиям эволюции. Вот и все, несоответствие. И больше ничего. Единственное действенное средство преодоления этого хронического недуга как можно раньше стать на путь сознательной духовной эволюции. А к врачам, если есть на то показания, обращайтесь. Не надейтесь только на Господа, ибо Он вас до тех пор, пока вы Ему полностью не открыты и не доверились, не знает. Не знает. Вы вроде на Него надеетесь, Он вас не знает. Понятно? Вы Ему не открылись. Я не говорю уже о доверии. Для того, чтобы доверять, надо открыться, то есть почувствовать его присутствие. Понятно? Так что обращайтесь к врачам. А если он вас знает, то может помочь вам и через посредство врачей. В случаях, когда действительно требуется экстренное вмешательство. Душа говорит, обратитесь, обратитесь, обратитесь. И надо обратиться тогда. Душа же, она не даст вам покоя, заставит обратиться. Правильно? Так вот, божественная сила или эволюционная энергия не только врачует, но и выявляет наши проблемные места. То есть выявляет наши скрытые патологии, которые в ряде случаев требуют квалифицированного врачебного вмешательства. Понятно? Энергия туда устремляется, она не может уврачевать. Вот то, что, в общем-то, действительно можно назвать патологией, ну, во времени это уже патология образовалась, да, то тогда нужна квалифицированная врачебная помощь. Не все это энергия может уврачевать. Я говорю об энергии. Душа, в принципе, может уврачевать все, но с ней надо хорошо познакомиться, открыться и быть уже на «ты». Понятно? Но пока этого нет, а энергия есть. Энергия дура, она глупая. Она будет туда долбить, но может и бесполезно. Понятно? Пока она не подчинена душе, пока нет связи прямой со всеобщим, то тут вот идет разноголосица. Понятно? Так что к врачам обращается. Но не чаще раза в год. Не чаще. Ясно? Если будет каждый день или каждую неделю, это сложности будут. Пришли к врачу, вас обследовали с ног до головы, с головы до ног, и ничего опасного не нашли. Значит, вы абсолютно здоровы, и забудьте навсегда слово «болезнь». Ваше субъективное чувство, здоровье или нездоровье, а не анализы должны определять ваше состояние. Не анализы, а ваше субъективное чувство. В конечном счете. Понятно? Всегда
во всех обстоятельствах, что бы ни случилось, даже когда тело страдает, где-то внутри радостно смеется душа. И так всегда. Вот она здесь говорит о чувстве благодати, что ли, об ощущении божественной благодати. С некоторых пор ничем не омрачаемая радость живой жизни никогда уже никуда не исчезает. Вы постоянно ее ощущаете. И внутри тебя всегда, при любых обстоятельствах, что бы с тобой вокруг, да, что бы с тобой вокруг тебя не происходило, неизменно присутствует внутренняя добрая улыбка. Так улыбается только душа. Она, освободившись от пут заточения в материальности, она действительно постоянно улыбается. Вот какой-то благодатной улыбкой. Это чувство объяснить или ощущение объяснить никак нельзя. Но когда вы поняли, о чем идет речь, вот почувствовали вкус этого состояния, это действительно фантастика. Такое чудо невозможно было вообразить, пребывая в плену эгоистического существования. Объективное научное знание, доведенное до пределов возможностей, в любом случае подводит к порогу истины. Об этом и говорит Шри Аурабинда. Он лишь добавляет, что оно обречено, потому что те, кто посвятил себя этому знанию, верят в него как в абсолютную истину, что закрывает для них возможность другого подхода. Потому оно обречено. Речь идет о том, что наука, стремящаяся постичь тайну мироздания, неизбежно доходит в своем познании до некого предела и упирается в преграду. То есть останавливается на пороге истины. Наука. Потому что наука использует или исследует этот мир через посредство каких-то человеческих изобретений, физических, ментальных, понятно? Поняли, да? Через посредство своих возможностей. Но возможности в конечном счете исчерпываются. И доходит эта самая наука до порога истины. Предел наблюдается в области искусства. Дальше начинается абсурд. Вот в искусстве это хорошо видно. Заметили? Вот абсурд. Полный абсурд. Вот искусство достигло пика развития. Душу ублажало, как-то тепло было, а потом вдруг все рассыпалось, развалилось, и бред какой-то попер. Наука то же самое. В конечном счете. Вот эти модельные представления обо всем на свете, искусственный интеллект, понятно, что это не от хорошей жизни. И вот люди, которые занимаются наукой, люди, которые боготворят научные открытия, они вполне довольствуются теми обширными знаниями, которые получены сегодня в результате научных изысканий в самых разных областях. И они свято верят в то, что эти самые знания помогут человечеству преодолеть глубочайший эволюционный кризис. Это я говорю о глубочайшем эволюционном кризисе. Люди сейчас не говорят о глубочайшем эволюционном кризисе. Кризис там другого порядка у них. Там кризис в экономике, кризис там еще в чем-то. Но это духовный кризис, эволюционный кризис. И никакая наука его преодолеть или с помощью научных знаний преодолеть его и как-то превзойти, найти выход, она не в состоянии. Даже поиски бессмертия сегодня поставлены на научную основу. Ученые генетики обещают нам вскоре раскрыть эту тайну и перепрограммировать наш генетический код. Все оказывается предельно просто. Платите деньги, господа, и мы все найдем. И порекомендуем вам то, что вы хотите. Не хотите помирать – сделаем. Действительно, не перестаешь удивляться их наивности, как они своими интеллектуальными изысканиями пытаются подменить божественный промысел. Потому что лезут в ту самую область, где, в общем-то, Господь Бог поставил некие пределы. Вот куда лезть дальше нельзя. Понятно, наверное. Так же, как в физике. Да? Физики, вот той самой физики высоких энергий, микромира, вот есть запрет.
Потому что малейшее вмешательство на какой-то там супер-супер уровень способно, в общем-то, привести к глобальной физической катастрофе, наверное. Вот. И сегодня только в сотворчестве с божественной силой, под сотворчеством понимается ее сознательное открытие, становится возможно сделать невиданный доселе качественный скачок в изменении сознания человека и основ его в жизни. То есть ментальное сознание должно быть превзойдено. Каким образом? Только через посредство божественной силы, через посредство эволюционной энергии, которая способна перевести человека, следующего вот тем путем, о котором мы говорим, на принципиально новый уровень сознания, одухотворенного сознания. Известный ученый-астрофизик Стивен Хокинг, это типичный представитель когорты восторженных ученых-материалистов, заявил, что смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы просто жить. То есть жить эгоистической жизнью со всеми вытекающими отсюда последствиями. И далее пояснил, что у каждого человека имеется своя эгоистическая модель жизни, и в рамках этой модели он ее и проживает. Таким образом, Хокингом постулируется принципиальная невозможность постичь подлинный смысл человеческого существования, а довольствоваться лишь некой, пусть даже очень красивой, но мертвой моделью истины, которая формулируется самим человеком, естественно, в зависимости от уровня его индивидуального сознания и, соответственно, запросов. Понятно? Ну вот и все. Эгоистические запросы, эгоистические модели. Вот вам смысл жизни. Вот сегодня об этом твердят. Пожалуйста, выбирайте по вкусу. А истинный смысл появления человека на Земле, об этом никто не говорит. Все это можно назвать эгоистическим высокоумием при явном скудоумии относительно главного. Вот и все. Главного нет. А высокоумие эгоистическое имеет место быть. И больше ничего. И чтобы познать истину, надо отказаться от модельного представления о мире. От ментального модельного представления о мире, а познать его напрямую, в полноценном личном духовном опыте. Но, увы, люди науки на это не способны, ибо для этого им надо отказаться от своих прежних представлений о мире. То есть прежние представления о мире у них на уровне религиозного верования. Это для них религия. Как от религии-то отказаться? Понятно? Ученым людям. А потому они ищут холодную частицу Бога на сверхмощном, сверхдорогостоящем коллайдере в Швейцарии, вместо того, чтобы открыть божественное присутствие в самом себе. Это далеко не надо ходить, и недорого все это. И неосененные духом научные изыскания в области сверхмощных энергий могут поставить нынешнее человечество на грани уничтожения. Ибо накопленный на Земле разрушительный потенциал может в одно мгновение, в любой момент привести к глобальной планетарной катастрофе. В один момент. Вот затронь какую-то базовую материальную структуру, общую для всех этих, так сказать, средств, пагубных для людей, да? И это может буквально цепной реакцией все, так сказать, подорвать и привести к закономерному, как хотите, печальному, но концу. По своему же личному опыту, говорит мать, я могу сказать, что те, кто верит только во внутренний духовный опыт, или, по крайней мере, исключительно в него, тоже обречены на неудачу. Опыт раскрывает лишь один аспект, одну часть истины, но не всю ее. Научный подход я тоже считаю необходимым. Так вот, человек, который замыкается исключительно
на внутреннем духовном опыте и не желающий соотнести его с современными объективными научными представлениями о роли и месте человека в эволюционном процессе, о цели движущих силах эволюции, о механизме эволюционной трансформации, мы сейчас об этом много знаем, то человек неизбежно объединяет себя в части расширения и углубления сознания, в части расширения и углубления духовного опыта, а остается в рамках узкоэгоистического, я бы сказал, сектантского существования в ограниченном духовном поле. Вот и все. Мы же сейчас с вами научные подходы тоже чувствуем, да? Вы заметили, что не только узкий духовный опыт, но и то, что касается, так сказать, поведения человека вообще в жизни. Вот релятивистская концепция психической деятельности, законы духовной эволюции, которые действительно есть законы, определяют течение духовного процесса, силы, движущие на разных этапах, в разные периоды. Вот. Человеческой деятельности на Земле. Научный подход к духовной проблеме сегодня просто необходим. Без научного подхода к духовной проблеме вы действительно остаетесь узконаправленными сектантами, если занимаетесь только вот тем, что там ищете Бога по какому-то сценарию, по какой-то указке, по чьей-то. Понятно, наверное? Сознание должно быть расширено. Правильное духовное просвещение должно быть получено. Уж как вы этим распорядитесь, это другой вопрос. Безграничные возможности нашего сознания, об этом тоже надо помнить. Вот. И частные ограничения бывают. Такое знание, безусловно, несет в себе трансформирующую силу, правильное знание вот, духовных трансформаций, которые мы претерпеваем, несет в себе трансформирующую силу и способствует нашему духовному росту. Вот в чем дело. Нужно реализовать свою сущность, найти сознательную связь сущности с высшей истиной, неважно в какой форме, неважно каким путем. Это не имеет никакого значения, другого способа нет. Каждый из нас несет в себе истину, с которой он должен соединиться и которой он должен прожить. И действительно, каждому из нас надо непременно реализовать свой духовный талант. А сегодня для этого, как никогда ранее, есть все необходимое. Путь сознательной духовной эволюции позволяет это сделать каждому, искренне стремящимся обрести истину. А иных путей нет. Божественная истина в нас и божественная истина над нами, в окружающем мире, они должны воссоединиться. Воссоединиться через посредство божественной силы, через посредство дух. То есть эти два начала, наше индивидуальное и духовное, в которое замуровано у нас под эгоистической личности и всеобщее божественное, эти две вещи должны объединиться. В противном случае, если индивидуальное и всеобщее божественное не воссоединяется в нас, вот, то, по сути, этот человек, в котором эти два начала не воссоединились, зарывает свой духовный талант. И, соответственно, зарывшего свой духовный талант ждут в жизни многие неприятности кармического толка, поскольку душа или божественное присутствие в нас дает знать о себе именно кармической программой, направленной на то, чтобы мы все-таки реализовали свой духовный талант. Но методы и способы взаимодействия нашей души с нашим эго, они не всегда гуманны бывают. Бывают очень болезненные, зачастую катастрофические. Понятно? И прежде всего это неприятности в сфере психического здоровья, физического здоровья, ибо нисходящая божественная сила, неизбежно притягиваемая магнитом сердца, коль вы имеете духовный талант, является в таком случае не созидательным, не
И чем более тонко организована душа человека, да, то есть человек, который имеет духовный талант, тем раньше начинает его преследовать разного рода физические, психические недуги. Если он не занимается делом. Понятно? Никуда от этого не деться. Это надо знать. Это тоже входит в правильное духовное просвещение. Мне кажется, чтобы найти и осуществить эту истину, нужна группа людей. Это необходимо для истины, могущества ее конкретности и реализации. Для реализации нужно либо несколько человек, следующих друг за другом во времени, либо группа людей, живущих в одном времени, но разделенных пространством. Хотя бы 2 человека. Это мое убеждение, говорит мать. Сила и могущество божественной истины в земном человечестве, безусловно, определяется числом ее носителей. Числом ее носителей, разделенных пространством и одновременно пребывающих на земле. Не числом носителей в какой-то группе, да, сконцентрированной. Вы поняли? В разных точках, в разных местах географических. Разные люди, они находятся на одной территории, на территории божественной души. Там нет, не физической там территории. Ясно или нет? Вы поняли, о чем речь? Пусть разделены эти люди пространством, но число носителей истины, оно от числа носителей истины действительно зависит и сила ее проявления на земле и воздействия на землю. И чем обильнее духовное плодоношение, тем выше уровень божественного влияния на человечество. Ибо носители и проводники духа являются еще и благими заразителями духовного пространства, вибрациями новой жизни, вибрациями света истины, то есть своеобразными катализаторами духовной эволюции. То есть должны появиться в нашем лице, в вашем лице катализаторы духовного процесса. Иначе все будет как есть. И только хуже. Понятно, наверное. В поле этих вибраций духовно растут и окормляются те, кто готовы стать в один ряд с уже состоявшимися носителями духа, с теми, кто уже находится на территории, как бы сказал Спаситель, Царства Божьего, который не имеет географических границ, не имеет никаких иерархических начал, наподобие церковных, никакой ограды, никаких, так сказать, групповых духовных посиделок. Это нечто принципиально другое. Вот. Таким образом, спасая себя, эти могучие светильники духа становятся спасителями человечествами. Как верно заметил один из христианских праведников, по-моему, это Силуан Афонский, по-моему, да? Земля будет стоять до тех пор, пока на ней будет пребывать хоть один носитель духа. Человечество не исчезнет. Вот когда истощится духовное плодоношение, вот тогда, конец. И мы сегодня с вами живем в уникальное время, когда известно абсолютно все, что касается правильной реализации духовно одаренным человеком своего истинного предназначения на земле. И никаких отговорок в этой части быть уже не может. Духовный дар – это еще и огромная ответственность. Ответственность перед Господом. Так что надо об этом помнить, и коль вы имеете этот духовный дар, а он выражается в стремлении постичь то, что вы поначалу даже не представляете, что вы хотите постичь, потом вы вдруг открываете, что у вас что-то присутствует, что, в общем-то, не от мира сего, значит, вы имеете духовный дар. Но этот духовный дар еще огромная ответственность перед Господом. Понятно, его надо правильно реализовать. Один человек может дать импульс, указать дорогу, сам вступить на нее, то есть указать ее, находясь на ней. Свершение подчиняется коллективным законам, в которых выражен аспект вечности и бесконечности. Так очень важно, она вот о чем здесь говорит, хотел бы перевести это на русский язык. Вот.
очень важно, чтобы хотя бы один наш современник явил окружающим практический пример полной и последовательной духовной реализации. Ибо сила воздействия этой реализации на сознание индивидов, других индивидов, способна пробудить искреннее сердечное стремление к истинной духовной работе у многих духовно одаренных людей через посредством вибрационного заражения. Понимаете? Вот это очень важно. То есть срабатывает принцип цепной реакции по горизонтали, который играет в эволюционном процессе громадную роль. Вот. И тем самым умножаются живые примеры, живые заразители душ вибрациями света и истины. Отрадно, что сегодня все-таки появляется во все большем числе стремящиеся обрести истину, ну и, наверное, худо-бедно все-таки светильники духа. В разных регионах нашей страны это уж точно. Запад, увы, в полной мере себя исчерпал. Давно исчерпал. Это надо понимать. Поэтому только Россия еще способна плодоносить духовно. Других вариантов нет. А посему появляется здоровый оптимизм относительно нашего будущего, ибо по плодам можно судить, насколько действенно то, что предлагается духовно одаренным людям в качестве пути духовной реализации. И судя по всему, время одиночек, время отдельных титанов духа позади. Все-таки грядет время, относительно массового. Слово массового тут не получится. Вы знаете, что такое массовость? Массовость – это когда стадионы духовных искателей собираются. Какие стадионы? Стадионы сумасшедших собирают. Так что, наверное, массовость все-таки, или грядет время массового сбора духовного урожая, прежде всего в России. Должно же это быть, в конце концов, когда-нибудь. Должно. Соберем урожай? Соберем. То есть нужны жнецы. Взращивались наши души долгое время взращивались. Теперь надо урожай собирать. Вы поняли? Росли в разных воплощениях. Урожай-то должен быть собран. Вот и все. Будем собирать. Когда я пытаюсь сделать это специально, она говорит о переживании тотального состояния любви. Все пропадает. Специально сделать это нельзя. Нельзя прилагать усилий. Нельзя искать, потому что это сразу пробуждается интеллектуальная активность. А она все портит. Так вот, знаменательно, что все истинное, а истинное – это любовь, знание и сила – это исходящее, то, что исходит непосредственно от Господа, приходит к нам не по прихоти нашего эго. Ну-ка сейчас получу знание, ну-ка сейчас продемонстрирую любовь, ну-ка сейчас призову силу. Понимаете? Это эго мнит себя всезнающим, всемогущим, ищет способы, которые могли бы одно, другое, третье из области чего-то необычного продемонстрировать. Да? Но замечательно, что истинное, все истинное, приходит к нам в нужное время и только по мере необходимости, которая определяется только Всевышним. Это состояние приходит спонтанно, оно приходит при абсолютной ровности сознания, приходит без малейшего вмешательства ума, потому что любое вмешательство ума, любая интеллектуальная активность, малейшая толика вашего желания что-то получить прерывают спонтанно начавшийся процесс. Вы поняли, да? Только полное молчание. Вас нет. И тогда приходит все необходимое в нужное время, в нужный момент, в нужных ситуациях, да и вообще приходит, когда это необходимо не вам, не в нужных ситуациях, а просто Господу для того, чтобы явить себя в каких-то более глобальных вещах. Понятно, наверное? Какое счастье, что от нас ничего не зависит. И по мере нашего продвижения по пути сознательной духовной эволюции
божественную любовь или благодать. Правильнее сказать все-таки благодать, потому что божественная любовь, тут опять вот начинается проблема. Да, любовь, а что такое любовь? И пошло-поехало. Именно благодать, то есть радость просто жизни, радость существования прочно укореняется в нашем существе. Но интенсивность ее по сравнению с периодами острого переживания, вот такое фонтанирование благодати от короткого замыкания любви, снижается. И, к счастью, не существует методов, способных по нашему хотению или нашими усилиями вызвать тотальное переживание вот той же самой божественной любви. Да? Все решает только Господь, и на все Его воля. Так что Господняя любовь, Его любовь по отношению к нам не может быть игрушкой в руках эгоистичных невежд. Ну-ка, Господь, полюби меня божественной любовью. Вы поняли? То есть это, к счастью, невозможно. Вот. Метода пребывания в божественном не существует. Ясно? И как сказал ученик Рамакришны, с вами Вивекананда, Бог не настолько глуп, чтобы быть игрушкой в руках всякого идиота. Среди тех, кто прошел ряд последовательных реинкарнаций для развития психического существа, у кого душа обрела сознательность, то есть полностью раскрылась, некоторые избраны или предназначены для какого-то конкретного земного дела. И знаешь, говорит она Сатпрема, в процессе реинкарнации всегда бывает какой-нибудь беспорядок или путаница. Вот о чем она здесь говорит. Очень правильную вещь она подметила. Наиболее болезненно, трудно и, казалось бы, путано с молоду складываются судьбы тех, кто в прошлом воплощении или в прошлых воплощениях, правильно сказать, наработал духовный талант или духовный опыт. Или более того, уже обрел свою истинную сущность, но не удосужился пока обрести жизнь вечную. То есть эти люди приходят на землю, чтобы их душа получила окончательную огранку и подвела итог всем предшествующим реинкарнациям, обретя, наконец, вот в этом воплощении, в последнем, жизнь вечную. С этой целью кармический педагог, используя порой самые крайние меры, стремится как можно раньше наставить их на путь истинный. В результате либо ты сломлен болезнями, бедами, неприятностями, либо победил. То есть, кому много дано, с того много и спрашивается. Очень жесткая кармическая педагогика. С молоду. Третьего не дано. Либо ты сломлен, либо победил. Сегодня многое предлагается на рынке духовных услуг. Но если речь не идет о той силе, которой необходимо сознательно открыться, о той силе, которая трансформирует ваше сознание в русле божественной эволюции, то вам предлагается путь в никуда. Ясно? Вам дается метод, пожизненная эксплуатация метода. Что из этого получится? Ничего хорошего, потому что человек, который обладает духовным талантом, просто погибнет. И больше ничего. Ни метод вас изменит, ни учитель, ни еще что-то, а только божественная сила, которой вы намеренно должны открыться. Ясно? Метод вас не изменит, учитель вас не изменит, а только божественная сила, которой вы должны намеренно открыться. А некоторые, редкие индивиды, действительно приходят на Землю с каким-то заданием, с какой-то миссией. То есть миссией, которая определена свыше, но не факт, что они ее обязательно выполнят, эту миссию. Это не факт.
Вот есть задание, есть миссия, но не факт, что они ее выполнят. Бывает и так, что проснувшаяся душа, подвергшись многим соблазнам и искушениям мирской жизни, падает глубоко вниз. И фактически на смарку идут духовные достижения всех прошлых воплощений. Тогда все приходится начинать сначала. Понимаете? Так что, коли имеете духовный дар, доводите работу до конца в настоящем воплощении. Не откладывайте ее, подобно вечно сонным индусам, на потом. Но некоторые существа, дальше говорит мать, их немного, вернулись на землю только ради участия в некоторой работе. В таком случае все внешние и личные дела приносятся в жертву этой работе. Например, люди, наделенные свыше способностями, которые в обычной жизни могли бы принести им успех, власть, силу, оказываются в таких условиях, что вся их внешняя деятельность подчиняется интересам работы. Имеется в виду духовной работы. Понятно? А могли бы иметь власть, силу, успех. В обыденной жизни все. Легко и просто. Так вот, возврат на землю тех, кто уже обрел жизнь вечную, происходит только из добровольного согласия, видимо, я немножко, может быть, фантазирую, и только для выполнения определенной духовной миссии в помощь заблудшему земному человечеству. Это пророки, которые приходят на эту землю. Приходят, да? Это истинные пророки и духовные учители, которые призваны явить миру, наряду с примерами собственного благочестия, нечто принципиально новое, согласно требованиям времени. Каждое время требует появления или проявления чего-то нового. Поэтому и приходят в разные времена пророки, которые это новое открывают и доводят до сведения землян. Понимаете, наверное? Вот в сложные моменты, когда требуется что-то, соответствующее сегодняшнему моменту в духовной эволюции, изменить или дать правильное направление. Это очень важно. Это очень важно. Прежде всего, я бы сказал, в части практической духовной реализации. Практической духовной реализации. Не болтовни, а духовном. И их явление на землю по воле Господа приходится на кризисные периоды ее духовной истории земного человечества. Их, как и всех живущих на земле, этих людей, которые приходят с определенной миссией, не минуют соблазны и искушения мирской жизни, но с какого-то момента в их душе просыпается Всевышняя воля, которая направлена на исполнение означенной миссии, которая предписана свыше. И тогда эти люди, имея незаурядные способности во многих сферах человеческой деятельности, могли бы во многих сферах преуспеть, да? Сознательно отказываются от шумных успехов на мирском поприще, от власти, денег, от карьеры, от известности, и целиком самоотверженно отдается главному, той самой многотрудной и благородной работе, которая определена им на земле, свыше, что ли. Я всегда упрекала тантрическую систему. Они совершенно не верят в возможность помощи свыше. Верят только в крепкую уздечку метода. И это очень-очень плохо. Вот сегодня многое предлагается на рынке духовных услуг, но если речь, опять-таки, я хочу обратить ваше внимание, не идет о той силе, которой необходимо сознательно открыться, о той силе, которая трансформирует ваше сознание в русле божественной эволюции, то вам предлагается путь в никуда. Ни метод вас изменит, ни гуру, ни еще что-то, а только божественная сила. Любые хорошо выстроенные системы, любые, тантрические, йогические, буддистские, дзен-буддистские, даосские, рейки, космоэнергетики, черти что остальное, где нет речи о нисходящей божественной силе, которая выполняет всю трансформирующую работу, о силе, которую надо непременно открыть и полностью подчиниться, люди держатся только на пожизненной эксплуатации метода, на крепкой уздечке, который прочно привязывает их к смертному земному существованию. Вот и все.
Видите, как надо правильно понимать все предлагаемое вам на рынке духовных услуг. Все это можно отнести к клубной духовной самодеятельности, которая непременно раздувает эго и подменяет высшее духовное искусство. Полная зависимость от метода, лишь взбалтывающего застойную энергетику во флаконе вашего физического тела и создающего иллюзию духовного продвижения, является своеобразной, утонченной формой духовной наркомании, от которой очень трудно избавиться, когда вы подсаживаетесь на метод. Вот и все. Будь то молитвенный метод, ради Бога. В продвижении по пути сознательной духовной эволюции метод, будь то молитва или медитация, мы используем для установления его связи, их для установления связи стойкой с нисходящей энергией, используют лишь в этот период установления стойкого контакта с божественной силой. Как только эта связь устанавливается, использование метода в скором времени теряет смысл, и он попросту отбрасывается, то есть сходит на нет использование метода. Все, его надо убирать. Потому что метод использует наше эго, надо об этом помнить. Ясно? Эго заведует методом, а эго должно быть устранено. Отсюда, имеется в виду из разума, идет твердость, озлобленность, агрессия, жестокость. Даже добрая воля бывает агрессивной. Даже нежность, привязанность агрессивная, как и все остальное. Это как удары палки. По сути, жизнь разума – это тяжесть. Ну, если вы живете целиком в разуме, и ничего иного вам, так сказать, не было преподнесено, и никаких иных опытов внутренних вы не испытали, то это вообще трудно понять. Если вы же любите, то любите за горло взяв, да. Если вы же агрессивны, то агрессивны на все 100. Ну и там многое чего, ясно? Это ум. Это страшная штука. Если вы жестоки, то жестоки по справедливости. Понятно? И все. Потому что разум оправдывает все. Просто все. То есть это такая штука, которая оправдывает все свои деяния на любом уровне. И действительно, наше ментальное эго крайне жесткая эгоистическая структура, которая сковывает сознание человека всевозможными догматическими установками, которые посеяны во всех сферах человеческой деятельности. В рассудке или в ментальной жизни нет мягкости, нет тепла, который присущ истинно божественному началу. И действительно, даже такие, казалось бы, как говорит мать, положительные намерения, как добрая воля и нежность, если они исходят от ума и витального существа, они отвратительны в своей агрессивной навязчивости, в стремлении сделать все как можно лучше. А потому неудивительно, что вся человеческая жизнь, протекающая под знаком разума, а другому-то и не дано нам, она тяжела, неповоротлива и постоянно изобилует болезненными явлениями. Ну, воистину, горе от ума, горе от непросвещенного ума, прежде всего. Вот чему нужно научиться, это входить в волновое движение, дающее силу и полноту. Поразительная вещь. Оно ничего не задевает, ничего не сдвигает с места, никаких толчков. Оно мягко несет всю Вселенную в своем течении. Нужно отдаваться этому течению. Но надо сказать, что научиться входить в волновое движение, увы, нельзя, нет такого метода. А ощущение волнового движения, о котором говорит мать, вызывает шевеление, я бы сказал, шевеление новой тонкой вибрационной структуры в контурах физического тела. Вот когда новая структура проявляется, еще не вышла за пределы физического тела, то есть ощущение какой-то большой внутренней волны.
Вот это плавное крупноволновое движение, там сверху вниз, вызывает чувство приятного баюкания физического тела в некой колыбели волновой, а само физическое тело при этом, естественно, остается неподвижным. Вот, но не путайте это явление с головокружением, это совсем другая история, но некоторые головокружения принимают за волновое движение, там какое-то внутреннее. Вот. И подобные состояния возникают совершенно спонтанно и длятся, как правило, от нескольких минут да, до нескольких часов. Но случается такое, что они могут продолжаться несколько дней. У меня это было, вот я говорю на основании собственного опыта, после молитвенного созерцания иконы преподобного Серафима Саровского. Вот я ее держал на руках, эту икону. Почему-то я ее взял. Я никогда вообще к иконам не обращался, чтобы взять, как-то обратиться к иконе, какие-то слова произносить. Я просто взял эту икону, сел на кровать, положил ее на колени, и во мне пошла такая крупная внутренняя волна, вот большая волна, которая в течение нескольких дней у меня в ощущениях вот внутренних никуда не исчезала. Несколько дней. То есть плод зашевелился, внутренняя структура пробудилась, она сформировалась. Это было до прозрачности, до энергетических вот этих самых везде и нигде. Это было очень четкое ощущение внутреннего шевеления. Вот эта внутренняя структура была готова проявиться. То есть, по сути, гусеница превратилась в бабочку, но бабочка еще не вылетела за пределы кокона физического тела. Было замечательное состояние, несколько дней. Знаешь, обращается она к Саттрему, на протяжении всех моих детских и юношеских лет, когда я уже начала заниматься йогой, мое существо отказывалось употреблять слово «Бог», потому что за ним стояло слишком много лжи. Ну, слово «Бог», если в него не вложено духовное начало, несет в себе холод некой модели, ментальной модели Бога, которая сконструирована людьми, и который пытается наделить эту модель сугубо положительными человеческими качествами, которые потворствуют эгоистическому стремлению людей. Создав подобную модель Бога, люди верят в этого языческого идола. То есть здесь вот это модельное представление о Боге – это своеобразный языческий идол, истукан, в которого верят люди. Поняли? Церковь там говорит о каком-то Боге, вы его придумываете для себя и вроде начинаете в это верить. Ну во что верить? Вы верите в некую модель, вы еще не знаете, не чувствовали прикосновения Господа к вам. Но может однажды у вас что-то было, некоторые мне говорят, ой, у меня вот однажды в течение нескольких секунд там что-то было, что это было, родилась ли душа, но было, и забудьте. Что было? Вот теперь будете как курица с яйцом с этим было носиться. Там несколько секунд у вас что-то было. Нужна стабильная внутренняя связь божественная. Понятно, наверное? Стабильная. А у вас было чего-то. Ну, было. Мало ли у кого чего было. Расстройство желудка тоже бывает. Понимаете, вот не хотелось, чтобы вы привязывали к тому, что у вас когда-то было. Вы поняли? Вот что сегодня у вас самое главное, что вы должны делать сейчас. Так что в модель Бога можно придумать, конечно. Естественно, что он должен быть хорошим, а все, что плохое, то надо кого придумать? Дьявол надо придумать, соответственно. Понятно? Потому что Бог же, он же не может быть таким жестоким, таким циничным, да, как вы, как ваше эго. Вот, не может, он наказывать не может, потому что это враждебные силы, они гады. Поэтому надо все-таки иметь с Господом знакомство, напрямую почувствовать обе стороны Его отношения к нам. Обе стороны. Как тот самый свет и кажущийся сумрак, который, в общем-то, в нас сидит, и для того, чтобы его высветить, божественное, пытается
на это воздействовать, тогда проявляется не совсем высокие наши с вами качества. Вот. Но это уже результат нашей работы духовной на дистанции. Так что не открыв, да. Так вот, Бог никак не может быть смоделирован, Он не может быть некой моделью какой-то. Он реальность, Он реально существует. Реальность – это не модель. И не открыв эту реальность, не воссоединившись с ней, не открыв реальность в собственном существе, невозможно понять, и тем более искренне полюбить Бога или каким-то образом Его прочувствовать. Если вы с Ним не имеете никакой связи, то о каком Боге вы можете вообще говорить? Открыв Бога, Его уже не нужно никак определять. Никакие определения уже не подойдут. Да, у вас слов не будет, когда вы почувствуете, что Он просто есть. Слово «Бог», впрочем, как и слово «любовь», настолько, простите за грубость, затет-то людьми, что невольно начинаешь осторожничать в употреблении этого слова. И мать иногда, не иногда, она практически всегда в своих беседах всячески избегает употребления этого слова. Она использует в своем лексиконе Всевышнее сознание, божественное сознание, супраментальное сознание, иногда Господь, реже. Наука, дойдя до строения атома, обнаружила так называемое строение материи, изменить тут ничего нельзя, менять нечего. Основной элемент не меняется, могут измениться только связи. Ведь все, по сути, состоит из одних и тех же элементов. Все дело в связях, как они связаны. Так вот, в случае с трансформацией совершенно то же самое. Экспериментальная физическая наука, дойдя до известных пределов, констатирует, что на самом дне материальности находится некий базовый элемент, который можно определить как мельчайшую частицу или как тончайшую волну, и то, и другое одновременно существующее. Вот там, в самой глубине материальности. И весьма сложная научная концепция строения материи в практическом смысле требует более простого философского объяснения. Базовый неделимый элемент или тончайшая вибрация лежит в основе всего сущего. Он неизменен и является исходным строительным материалом для всех материальных и не только материальных форм, которые проявлены во Вселенной. В проявленных формах он более плотно упакован, что ли, укреплен посредством определенных связей, тех самых связей, которые свойственны только конкретным или данным структурам. Вот и все. А потому, чтобы изменить старую форму существования, требуется изменить связи между элементами и закрепить их в какой-то новой форме. И в нашем случае это означает что? Это означает трансформацию старого, смертного существа в принципиально новое вибрационное творение, которое не подвластно смерти. То есть изменить связи на тонком вибрационном уровне. Сознание физического тела, оно уже, перемещается, то, что мы называем собой, в совершенно новую структуру, закрепленную новыми связями. И всю работу по эволюционной трансформации старого существа выполняет нисходящая божественная сила, которой надо сознательно открыться и не препятствовать ее работе вмешательством ума. Это действительно филигранная созидательная работа, которую эта сила выполняет, которая проявляет нас носитель жизни вечной. За нами остается только наблюдение за тем, что происходит, за тем, что с нами происходит, что в нас происходит, и никакого вмешательства умом в эти процессы. Подправить Господа или улучшить то, что, Он может делать, не в наших силах, абсолютно не в наших силах. Все сводится практически к способности распространять опыт или включать в него материю. Нужно забыть, что есть один человек, другой человек. Опыт, происходящий в одной точке, как капля масла, растекается во все стороны или охватывает все.
Образ очень схематичный, но помогает понять многое. Единственное объяснение заразительности – это единство. О чем она здесь пытается сказать? Она очень хорошо чувствует, что один человек, проявивший в себе это новое супраментальное начало, способен излучать вибрации новой жизни в направлении по горизонтали, да? Он способен, исчерпав себя в старой форме, в старых связях, в новом качестве, быть заразителем вибрационным пространства вибрациями новой жизни. И заразительность вибраций света очевидна, равно как и заразительность вибраций более низких планов, например, витальных вибраций. В частности, вы хорошо знаете на собственных примерах, насколько заразительны вибрации гнева или агрессии. Знаете, есть такое, да? Вот. И если вибрации света, или супраментальные вибрации, как хотите их называйте, проявятся в некой критической массе людей, которые выбрали для себя путь сознательной духовной эволюции, то сила их заразительности, то есть заразительности по горизонтали, будет способна вовлечь в этот процесс те человеческие существа, в которых по причине эволюционного роста и расширения сознания исчерпали себе старые связи материальные. То есть есть возможность переформировать внутренние структуры вибрационные тех людей, которые имеют духовный талант, которые, исчерпав старые связи внутренние, готовы проявить следующую ступень эволюции. И тогда эволюционный процесс может спонтанно охватить все большее число людей, готовых к радикальным изменениям. То есть эволюция может как бы проявить себя снизу, что ли. Ясно? Если появятся светильники духа, заразители по горизонтали, то сам все процесс эволюционной трансформации, он может расшириться за счет, так сказать, тех людей, которые способны заразиться не коронавирусом, да, а принципиально иными вибрациями новой жизни и обеспечить себе в том числе и близким вибрационный иммунитет. Понятно, наверное? Ну, это так я, к слову, к сегодняшней ситуации. Вы понимаете или нет? Что важно, что очень важно. Ни одна зараза не сможет вас проникнуть. Может, новая энергообменная среда или вибрационная среда, она не способна плодить и холить или леять враждебные силы не только на астральном плане, но и на физическом. Деструктивные формации, они вас не затронут. Но для этого требуется существенно умножить число носителей духа, которые непрестанно стяжают божественную силу, сознательно открывшие сверху. Вот те, кто открывает сверху, они потом, в общем, спасают остальное человечество незримо своим присутствием здесь в новом качестве. Ясно? Так что мы можем стать спасителем человечества. Буквально вот завтра, сегодня, не знаю. Может, уже и стали. Слава Богу. Так что становитесь благими заразителями пространства, и тогда ваша помощь человечеству и вашим близким будет, более чем реальной, я бы сказал. Получается, что все различия идут от силы, и чем больше сил, тем шире опыт. Масштаб опыта зависит от начальной точки. Если начальная точка – это источник, сила будет универсальной. Речь идет о масштабах Вселенной. Она проявляется на разных уровнях, становится на каждом последующем уровне все более ограниченной и конкретной. Поле ее деятельности сужается или сокращается. Если у вас витальная или, как говорят, праническая сила, то полем ее действия будет Земля. Но у всех сил один и тот же источник, и они действуют на одну и ту же субстанцию. Она говорит здесь о философском аспекте той самой силы единой, да, как она, исходя из единого божественного источника, спускаясь по планам бытия или по планам сознания, постепенно теряет свое изначальное могущество, свою изначальную божественность. Да? И на каждом плане бытия
господствует ее производная. Это по аналогии со светом. Если свет разложить через призму и на разной длины волн, цвета и оттенки, вот так же и божественная сила, спускаясь по разным планам сознания, разлагается, теряя свою как бы изначальную силу. Это наша задача в новом качестве, так сказать, в ходе духовной эволюции вернуться к первоисточнику и, соответственно, воспламенить, что ли, вот те планы бытия, которые осенены силой свыше, и, так сказать, в ее как бы расщепленном варианте, что дать возможность в эволюционном поле вот, вызреть этой новой жизни в новом качестве. И человек, который, например, молитвенно занят поддержанием телесного здоровья, он максимально использует витальную силу и в лучшем случае может надолго сохранить свое здоровье, но он не может победить смерть. Для этого нужна совершенно другая сила, супраментальная сила, которой необходимо открыться. И эта сила, в отличие от витальной, спускается на существенно более глубокий прикорневой уровень материальности и вызывает там радикальное преобразование, которое способно сформировать новую жизнь, ту самую жизнь, которая будет не подвластна смерти. Понимаете, да? Ну, есть понимание, что витальной силой вы не обойдетесь. В лучшем случае будете долго поддерживать здоровье, но культивировать смертную жизнь. То есть никакой победы над ее величеством смерти не будет. Итак, существует лишь одна сила и одна субстанция. Да, ты видишь бесконечное множество вариаций, как сила, так и субстанции, однако, подобно тому, как есть лишь одно сознание и одна истина, существует лишь одна сила и одна субстанция. Вот здесь она говорит об одной силе, о которой идет речь, это божественная супраментальная сила и одна субстанция, божественная субстанция, которая положена в основу всего сущего. И если мы открылись супраментальной силе, да, и эта самая сила способна в нашем смертном материальном теле пробудить вот эту основу всего сущего, эту божественную субстанцию. И вот тогда, по сути, вы и постигаете тайну мироздания, постигаете истину, открывшись вот этой единой верховной силе. Вот и все. Хуже всего, когда человек в силу своего воспитания и принципов не верит в прогресс и божественную или духовную трансформацию. Ему кажется, что, выполнив ряд условий, можно добиться какой-то частичной реализации, дело сделано. Ты добиваешься какой-то частичной реализации, и все. Так вот, она говорит о том, что люди в силу узости своего сознания, в силу духовной непросвещенности, в основном это касается крайне невежественных, эгоистичных, волевых молодых людей, вот, они увлечены поиском метода обретения неких сил, оккультных сил, йогических сил, которые способны оказывать влияние на сознание других людей, каким-то образом их подчинять своей воле, властвовать над ними. Вот. Эти персонажи театра абсурда за грохотом ума не слышат тихий голос своей души, если она еще способна докричаться. Эволюционный рост, трансформация, обретение бессмертия, для этих ребят, это просто красивая сказка. И попадают эти бедолаги, не ведая совершенно опасности, в руки энергетических дельцов, так называемых учителей, гуру, мастеров жизни, которые оказывают духовные услуги, сулят этим людям молодым золотые горы, буквально привязывают их к методу, который они используют, привязывают на всю оставшуюся смертную жизнь, так и не дав этим новоиспеченным зомби даже помыслить о возможности иного варианта их духовной реализации. Помимо всего прочего, у этих зомбированных бедолаг есть еще и реальная опасность, и мы с этим сталкивались,
да, получение энергетических травм и глубоких нарушений психики и телесных функций. Об этом надо помнить.